Yay! Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите, какая у меня красота на столе. И как я вам показывала, вот такой вот коннектор. Покупала я их в магазине Жуков, 2 штуки. Ну и решила сделать украшение, как я и обещала вам. Но в планах было совсем другое украшение. Как всегда, по ходу действия у меня бывает и такое. Меняется все на ходу. Придумала другое украшение. А вот еще посмотрите, какая у меня есть деталь. Тоже коннектор. Вот с такими петельками. Но это давно я покупала. Очень трудно подобрать вот к этому цвету бусины. И я уже голову поломала. Нет у меня именно такого цвета. Вот посмотрите, что только не прикладывала. В серединке темно-синие стразики. Но их практически не видно. Ну и я решила, почему бы и не сделать с жемчугом, да? Мне кажется, жемчуг ко всему подходит. И неплохо здесь будет смотреться. Возможно, из этого коннектора я сделаю и браслет. Посмотрю, если хватит времени мне. Где бы время взять? Где, девчоночки мои? И я вот такие вот собрала жемчужинки на пины. Делала я часто раньше. Вот эти украшения собирали мы на мемори проволоке. Сейчас покажу вот мое старое украшение. Вот, например, да, вот так мы любим собирать. Но уже оно приелось и как бы поднадоело. Но все равно мне нравится такой вариант. Это вот, посмотрите, старое наверное, из первых моих украшений. Ставила я вот такой карабин, он почернел. Такие шапочки у меня были. Тоже вот они немножко потемнели. Здесь бусинки флюорита. Вот такие зеленые. И вот это, наверное, авантюрин у меня. Зеленого цвета. И вот такие бусинки. Вот они почернели сбоку. Хотя это украшение я не носила, оно у меня лежало. Многие такие, наверное, делали украшения. Уже приелись они. И мне хочется сделать что-то новенькое. Именно с таких бусин на пинах придумала я. И сейчас покажу, что у меня получится в итоге. Ну, а я подобрала вот такие голубенькие бусины. Это бусины Майорка. Я их очень давно покупала еще. По-моему, когда ездила в Пятигорск, есть там магазин с готовыми украшениями. И просто я купила такую ниточку. И вот у меня осталось несколько бусин. И я их уже куда-то использовала. Не помню, какое-то украшение делала. Они такие тяжеленькие. Но вот покрытие очень качественное. Сколько я их уже и в руках, и перекладываю с коробки в коробки, и нигде нет царапин. Покрытие отличное, вот такое. Но они очень яркие на камеру. Они немного потускнее, такой синий, голубой цвет. Хорошее качество, мне понравилось. Это, по-моему, 12 миллиметров бусинки. Ну да, 12 миллиметров. А вот эти вот, они легкие бусинки. Я их показывала и много их покупала. Это 10 миллиметров. Это хлопковый жемчуг. Вот они приходят вот так в пакетике по 10 штук. Вот у меня последний пакетик. Захотела я еще купить. Думаю, лето. Они так классно смотрятся. Они легкие, во-первых. И перламутр красивый. Посмотрите, как они блестят. И цена сейчас на них. Ох-охо. Еще и доставка платная. Я обалдела. Вот. Почему по той цене я не набрала много. И теперь жалеешь. Так цены растут. Не по дням прям, а по часам на Алиэкспресс. Я не знаю, что будет дальше. Ну ладно. Давайте делать украшения. Я не буду длинное делать украшения. Ну вот я отрезала сантиметров 50, наверное, будет тросик у меня. И начинаем. У этого коннектора много отверстий. Вот видно вам, да? И здесь можно провести тросик в любое отверстие. Ну вот как я хочу сделать. И, например, я показываю. Вот здесь вот я провожу через 2 перекладинки. Здесь у меня будет наверх идти украшения. Ну, а здесь внизу я сейчас наберу вот эти вот
бусинки. Я не старалась здесь закручивать ровно. Пины имею в виду. Все равно это не будет видно и очень много закручивать. Это долго стараться. Я не старалась здесь. Все, вот видите, вот так вот. Пины у меня крепкие. Это хорошего качества, чтобы они не пожелтели, не почернели. Сейчас я вам покажу. Не помню, в каком магазине я покупала. Если интересно, я оставлю. Они вот хорошего качества. И я маленькие брала, по-моему, 2 сантиметра, чтобы вот именно закручивать на маленьких бусинах. И они плотные. Не надо здесь в 2 оборота закручивать. Абсолютно это не нужно. Наоборот, мы закручиваем в 1 оборот, чтобы не было видно металла. Когда мы вот так делаем, чтобы вот металл спрятался под бусинками. Это красивее намного будет, так как у меня уже опыт есть. Я вам показала старое украшение. Я тогда закручивала в 2 или в 3 даже оборота. И когда набираем, это просвечивается и все видно. Ну, мастера, наверное, которые делали такие украшения, тоже, наверное, знают это. Ну, а я рассказываю, кто еще не делал такие украшения. Ну, вот так сейчас я наберу все. И теперь вот я набрала нужное количество мне. Вот эти вот 8 здесь нарисованы, да? И я пропускаю одну и прохожу вот так вот. Тоже так же через 2 перекладинки провожу тросик. Вот видно. И подтягиваем. И вот так вот получается такая вот кисточка. Я специально так набрала побольше, чтобы не было ничего видно. Ну, а теперь с 2 сторон я буду набирать остальные. Сейчас я поделю пополам и буду набирать на тросики. Ну вот, я набрала бусинки. И теперь моя задача это все вот так вот собрать, подтянуть хорошо, чтобы лежало. Вот так вот. Конечно, здесь у меня всегда возникает много идей. Можно здесь наверняка какую-нибудь подвеску сделать или цепочки прикрепить. Тоже вариант. Может быть, у вас тоже возникнут какие-то свои, наверное, идеи. И вот так получается. Интересно. Ну и теперь я буду бусинки набирать и покажу. 2 бусинки я беру. Это, по-моему, 14 миллиметров. Они побольше, чем эти. Посмотрите. Нет, 12, наверное, миллиметров. Не помню, вот. Да, 12. 12,7 даже. Так, и на вторую набираю. Очень бывает трудно провести тросик, так как внутри вата. И бывает тросик цепляется. Вот так вот неплохо становятся крупные бусинки. Ну, а сзади на шее я буду вот эти ставить. Здесь впереди я поставлю вот эти бусинки. Сейчас тоже их поделю пополам. И вот, посмотрите, пополам. Одна бусинка остается. Ни туда и ни сюда. Была бы еще одна, можно было бы серьги сделать. Но вот с одной бусинкой что сделать? Как вы думаете? Что бы вы сделали? Я могу, наверное, на браслет ее приспособить. Ладно, придумаем что-нибудь, а я продолжаю набирать. И так как бусинки красивые, не хочется закрывать никакими шапочками, да, большими. Есть у меня вот такие нержавейки, шапочки из нержавейки. Малюсенькие, я не помню сколько, 6 или сколько, 6, наверное, миллиметров. И просто прикрыть отверстие, так как отверстия здесь не очень красивые. И хочется прикрыть. И здесь тоже вот, хотя здесь вот бывают уже сколы у меня, я их сколько раз уже надевала, снимала на тросик. И вот так вот начинают портиться. А здесь можно какую-нибудь красивую проставочную бусину поставить, прежде чем я буду набирать синие бусины. Вот такую нашла у себя бусинку, хотела поставить. Потом думаю, ну, не очень хочется мне дальше как-то ставить все в стразах. Абсолютно не хочется. И вот эти вот недавно я покупала. Такие вот такой неправильной формы проставочные бусины. Это хорошее качество, но ее практически не видно. Если я между шапочек поставлю, пускай будет такая бусинка. Ее будет и незаметно. Ну и сами бусинки хочу вот такими проставлять гематитовыми бусинками. Это, по-моему, 4 миллиметра у меня. И такие светленькие они. Вот как есть
вот такой цвет гематита, да, а вот светлый металл. Буду вот этими проставлять. И вот так у меня получается красиво, интересно. Одна бусинка. Так мне надо ее спрятать. Я никогда не выкидываю бусинки, если даже одна или две остается. Я их собираю. Как насобираю побольше, сделаю украшение из цветных простых бусин. Просто цветное такое будет украшение. А вы выкидываете или собираете тоже? Напишите, мне интересно, что вы делаете с такими бусинками, которые остаются одна или две. Ну и теперь я буду набирать вот эти бусинки. Смотрите, как здорово смотрится. И я тут подумала, что на окончание не поставить такие бусинки. Я думаю, будут, может быть, со временем стираться это покрытие, не знаю. У меня есть трубочки из нержавеющей стали. И как раз они будут на шее вот так вот лежать. И не будет бусин. И я думаю, будет более комфортно. Ну и здесь не портит никакую красоту украшения. Ставлю я вот такую шапочку. И бусинку, вот эту вот трубочку проставляю. Вот здесь бывает вот такая вот залом такой. И не проходит тросик. И вот так вот я шилом делаю. И все становится. И трубочка будет вот так вот на шапочке лежать и двигаться. Ну и теперь здесь тоже надо поставить, наверное, бусинки какие-нибудь, чтобы они провалились в отверстие. Так, это, наверное, точно провалится. Нашла я, конечно, бусинку. Она хорошо становится. Я вот и думаю, теперь рядом ставить такую же обжимную бусину. Просто здесь, если без бусинки, сейчас я буду просто мучиться с этим кримпом. Он будет проваливаться в трубочку, а бусинка, вот эта, она придерживает кримп. И вот так вот я сделаю первую сторону. Проще закрыть. Здесь я всегда вот так затягиваю, и уже держится хорошо тросик. Теперь я подтягиваю, и здесь сейчас зажму кримп. Здесь, когда я зажимаю, нужны плоскогубцы именно с зубчиками, так как кримп, он перекручивается на вот таких плоскогубцах ровных, и неудачно получается. А надо закрыть именно кримп, например, в какую-то определенную сторону. Вот, например, как у меня, да, вот так вот я закрываю. Можно было и в другом направлении. Хотя и так все правильно. И так можно хорошо закрыть обжимную бусинку. Здесь немного, вот смотрите, если не проходит в отверстие, немного надо вот так вот зажать. И теперь можно уже закрывать бусинку обжимную. Ну вот, сейчас я ее закрою. Как я это делаю, я, по-моему, показываю уже в каждом видео. И вы можете найти, если кто-то не умеет это делать, можете найти в любых моих видео. Вот как у меня получилось. Зажала я и обжимную бусинку, и такая бусинка. Они почти одинакового размера. Теперь я все перетяну и зажму здесь. И начну закрывать второй край украшения. И поставила карабинчик на вот такое колечко. Это теперь мои любимые карабины, которые крутятся вокруг своей оси. Ну и покажу, вот какими колечками я иногда пользуюсь. Кто-то собирает такие браслеты, а я разбираю. Покупала очень давно, и, по-моему, даже для мужа покупала. Здесь очень толстые и прочные колечки. И иногда, если вот такое подходящее украшение, я могу поставить. Вот эта цепочка хорошо по цвету подошла. Круглые звенья. И я вот соединяю вот этими колечками. Здесь вся такая фурнитура цвета металла красивого. Я надеюсь, что это не пожелтеет и будет всегда таким цветом красивым. Это украшение, может быть, я и буду сама носить. Оно необычное, а я люблю необычные украшения. И надеюсь, вам такая идея понравилась. Конечно, здесь можете вы и включить свою фантазию, добавить каких-то своих задумок. И вот так вот на шее будет лежать и не мешать. Бусинки не будут там мешаться.
Я думаю, и спрячутся бусинки, их и не видно будет. И здесь так посмотрите, как коннектор спрятался. Но проглядывается немного и сверкает. На солнце будет просто замечательно смотреться. Бусины красивые все. И жемчужные вот эти. Очень красивые, посмотрите. Покрытие хорошее. Такой приятный перламутр. Как настоящие жемчужинки. И сочетание мне нравится. И вот так выглядит украшение. Очень удачный вариант, когда у вас, например, не хватает бусин, поставить трубочки на окончание. И даже будет удобно носить. Смотрите до конца, будут фотографии, как выглядит украшение на мне. Надеюсь, вам понравилась такая идея. Пишите комментарии. Интересно читать всегда. Ставьте лайки, мне будет приятно. Ну и не забывайте на колокольчик нажимать, чтобы не пропустить мои следующие видео. Переходите на Дзен, подписывайтесь. Много интересного у меня впереди. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Wow.